Водовытесняющая полимерная композиция «Жидкий пергамин» специально разработана для защиты дерева от влаги и гниения. Композиция глубоко проникает в капилляры и трещины древесины, вытесняя из них воду и делает бревна влагонепроницаемыми. Высокоэластичный полимер останавливает поступление влаги во внутренние слои дерева, где поры также закрыты многочисленными ударами топора. Жидкий пергамин рекомендуется использовать как для защиты новых деревянных строений, так и для реставрации нижних венцов срубов. Замены венцов сруба можно избежать, если заполнить поврежденные части деревянной конструкции специальным реставрационным составом, включающим одну часть полимерной композиции и 5-7 частей сухого песка. После заполнения пустот такой реставрационный материал полимеризуется, образуя внутри бревна прочную влагонепроницаемую вставку, напоминающую по консистенции асфальт. Поступление влаги прекращается, что препятствует дальнейшему разрушению сруба. Таким образом решаются 3 важные задачи: предотвращение дальнейшего подгнивания деревянного строения, замена поврежденной древесины реставрационным составом, хорошо работающим на сжатие, и восстановление гидроизоляции фундамента. Далее показана последовательность выполнения работ по ремонту венца сруба без необходимости подъема здания. Удалите участок поврежденного бревна, используя бензопилу или паркетку. Остатки разрушенной древесины удобно удалить корщеткой, образовавшуюся в бревне полость промыть водой из шланга или мойкой высокого давления. Не выпиливайте слишком большую часть бревна во избежание оседания строения. Работу следует проводить последовательно на небольших участках сруба. Для дополнительной защиты образовавшуюся в бревне полость рекомендуется обработать антисептиком для дерева на водной основе. При необходимости можно также использовать инсектицид от муравьев и короедов. Подготовьте брусок или деревянную вставку подходящего размера, перекрывающую полость в бревне. Брусок должен плотно вставляться в выборку на глубину 4-6 см. В качестве заготовки используйте антисептированную доску подходящего размера. Нижнюю, прилегающую к фундаменту сторону вставки, нужно дополнительно обработать водовытесняющей полимерной композицией жидкий пергамин для защиты от проникновения влаги и предотвращения гниения в местах контакта с каменным основанием. Тщательно перемешайте полимерную композицию перед использованием. В холодное время года для уменьшения вязкости состава можно добавить небольшое количество растворителя – ксилола. Приготовьте реставрационный состав, смешав одну часть жидкого пергамина и 5-7 частей сухого песка. Для удобства работы и облегчения разравнивания материала мастерок рекомендуется периодически смачивать ксилолом. При попадании на кожу полимерную композицию следует бережно удалить ветошью, смоченной растительным маслом. Заполните полость бревна реставрационным составом с помощью мастерка или шпателя. Уплотнение состава внутри ремонтируемого бревна производится путем обжатия бруска вставки винтовыми строительными домкратами. Можно также использовать клинья и кувалду. Реставрационный состав нагнетается в пустоты бревна до тех пор, пока он не появится из щелей сруба, а пустоты не будут полностью заполнены. При необходимости брусок-вставку вынимают наружу и в полость закладывают дополнительное количество состава, после чего уплотнение повторяют. После завершения операции обжатия реставрационного состава брусок-вставку фиксируют при помощи гвоздей или саморезов, а выступивший излишний состав используют в качестве гидрофобной шпатлевки для дерева. В кадре хорошо видны брусок-вставка, обжатый за подлицо со стеной до требуемого положения, свежий состав, выступающий из полости, а также уже полимеризовавшийся реставрационный состав, который был использован ранее для ремонта правой стены здания. Аккуратно заполните все пустоты, щели и трещины нижних венцов сруба. Реставрационный состав создаст препятствия для проникновения грызунов и насекомых внутрь строения. Для запрессовки заполняющего материала внутрь полости бревна можно также воспользоваться автомобильным домкратом, расположив и закрепив его так, как показано в кадре.
На завершающем этапе работы восстановленный венец покрывает водовытесняющей полимерной композицией жидкий пергамин для защиты от попадания влаги и дальнейшего разрушения. Поверхность композиции рекомендуется бронировать, посыпать сухим песком, цветной резиновой или сланцевой крошкой для придания покрытию декоративных и дополнительных защитных свойств. Водовытесняющая полимерная композиция жидкий пергамин – надежная, долговечная, экологически безопасная защита дерева от влаги и гниения. Хороший получился венец, очень хороший. Если это видео показалось вам интересным, сделайте как я. Рада работать вместе с вами.